Сегодня мы поговорим о том, куда вкладывают деньги те, кто проигрывает, даже если это профессиональные инвесторы и более чем состоятельные люди. Чаще всего дело не в том, куда вы вложили деньги, а как и когда вы это сделали. Одна и та же квартира, акции или любой другой объект инвестиций. Для одного это золотая жила, а для другого это токсичные инвестиции. Сегодня мы поговорим про нюансы, которые влияют на ваш доход и доходность ваших инвестиций. На чем люди теряют деньги и как не совершать банальных ошибок. Меня зовут Кирилл, буду рад вашей подписке. А сейчас поговорим про токсичные инвестиции. Токсичные инвестиции, на мой взгляд, это не актив сам по себе, а это актив, который куплен не в рамках правильной логики. Первый актив, самый понятный и самый часто распространенный, это недвижимость. Начнем с плюсов, они безусловно есть. Недвижимость всегда что-то стоит. Почему? Ее всегда можно хоть за какие-то деньги сдать. Это может быть больше, может быть меньше. И если не началась какая-то глобальная катастрофа или какой-то глобальный кризис или глобальный конфликт, это всегда чего-то стоит. Всегда можно сдать, например, то, что сдавалось за $1000, можно будет сдать за 500. То есть у нее всегда есть какая-то внутренняя стоимость. Соответственно, ее всегда можно продать. Всегда всем нужен кров над головой. Второй аспект. Недвижимость – это всегда реальный актив. Это не акции или облигации, которые по каким-то причинам могут стать неликвидными или могут стать недоступными. В эту недвижимость всегда можно переехать самому и сэкономить либо на кредите, либо на аренде. Третий аспект – это инфраструктурный фактор. Он же инфляционный фактор. Вы покупаете недвижимость там, где, скорее всего, вы ожидаете, что она не будет падать. Не будет падать она по какой-то причине. Скорее всего, это первый. Обычная инфляция, обычный инфляционный процесс. Цены в целом, в среднем растут. А второй момент – это развитие инфраструктуры. Если вы покупаете недвижку рядом с местом, где будет построен торговый молл, что будет с ценой? Конечно, она вырастет. Если вы покупаете недвижимость рядом со строящимся университетом, это повышает спрос со стороны студентов. И отдельный плюс, это то, с чем мы сталкиваемся достаточно часто, это покупка недвижимости для некого статуса, для иммиграционного статуса. То есть, например, если вы хотите получить вид на жительство в Евросоюзе, вы должны купить недвижимость, и на этом основании вы получаете вид на жительство, который дает доступ к финансовой системе. Это тоже своего рода инвестиция, но это инвестиция не в недвижимость, а в статус плюс недвижимость. Теперь поговорим про минусы и ловушки инвестиций в недвижимость. Один из самых главных минусов. Люди покупают недвижимость как некую эмоциональную гарантию стабильности. А для меня, как для профессионала, эмоции в инвестициях – это недопустимая роскошь. Второй минус – это неликвидность инвестиций. Зачастую люди не понимают, что инвестировав в недвижимость, им придется в лучшем случае ее продавать от 6 до 12 месяцев. Только благодаря эмоциональным решениям вы будете брать то, что плохо продается, плохо сдается и на самом деле не так уж надежно, как вам рассказывают посредники. В итоге вы просто заморозите свои деньги в неликвидных объектах, в тех объектах, которые не дадут вам прироста стоимости. У нас есть отличный пример – Дубай. Это тот пример, когда люди входят в рынок на эмоциях слишком поздно. И второй момент – этот рынок не ликвиден. На фоне ажиотажа многие напокупали недвижимость уже после нескольких лет роста. На что они рассчитывали? Конечно, на быструю перепродажу. Но когда рынок стал остывать, ликвидность снизилась, и продавать стало гораздо сложнее, чем в момент хайпа, когда они покупали. Это не значит, что Дубай плохая инвестиция. Это хороший пример того, что поздний вход в перегретый рынок может сделать отличную инвестицию токсичной. Третий минус недвижки, на мой взгляд, это брокеры и вшитый конфликт интересов. Вы заинтересованы купить то, что вам нужно, и как можно дешевле. Брокер, который доставляет вам большую часть информации, заинтересован в том, чтобы продать вам подороже. Почему? Потому что чем дороже он вам продаст, тем больше он получит комиссию от продавца недвижимости. Когда же стоит покупать недвижимость? Недвижимость стоит покупать во время паники. Ровно тогда вы найдете тот вариант, который вам нужен, за минимальное количество денег. Четвертый минус. Это неправильный выбор времени входа. Следование за толпой. Выросло, мы купили. Этот минус можно отнести к любому типу инвестиций. Но очень он характерен именно для рынка недвижимости. Инвестиции в недвижимость – это безусловная зависимость от ипотечного рынка. Хороший пример – Россия. Когда был большой спрос со стороны ипотечников, все было прекрасно. Повысили ставку, спрос просто обрушился. Соответственно, при инвестициях в недвижимость нужно понимать, а что будет со спросом через год, а что через 2, а что через 3. Недвижимость – это долгосрочная инвестиция. И нужно понимать, в какой фазе цикла вы находитесь. Рынок цикличен всегда. Это касается любого класса активов, а недвижимости особенно. Второе направление токсичных инвестиций – это трейдинг. Я вам могу про это рассказать как трейдер с 10-летним стажем. Инвестиции в трейдинге, они имеют более короткий горизонт, но при этом подвержены ровно тому же риску – эмоциональные решения.
эмоциональное решение о том, что новая сделка все исправит. И эта новая сделка, она не будет сделана на основании каких-то правил, анализа или глубокого понимания ситуации. А она будет сделана исключительно на эмоциях. У меня на канале есть видео про ошибки трейдинга. Там как раз про дисциплину, риск и базовые правила для трейдера. Самое главное для трейдера – это трезвый анализ, план действий и, безусловно, база знаний. Второй минус – это контрагент, кому вы отдаете свои деньги. Нельзя отдавать их тем, у кого нет лицензии, у кого нет прозрачного трек-рекорда. Очень много появилось предложений на рынке, которые говорят про волшебных ботов, про волшебные методики, и самое главное, следуйте за мной, все будет окей. Так не бывает. Для нормальной компании, которая имеет лицензию, которая имеет должные авторизации и системы контроля, так говорить просто запрещено. Третий аспект трейдинга – это следование так называемым сигналам. Весь интернет, телеграм-канал, инстаграмы заполнены предложениями о том, что с вами поделятся суперуспешными сигналами. Вы можете за ними следовать, и у вас все будет прекрасно. Включите логику. Кто-то почему-то, вложив массу денег и усилий, разработал торговую систему и готов бесплатно ей с вами поделиться. Или не бесплатно, но за символическую плату в $100. А вы видели, что за результаты там? А вы видели, какой у него тест? А вы видели, как они переобучают? Это все те процессы, которые требуют огромных усилий, практических знаний, очень большой теоретической проработки и, самое главное, огромных денег. Поверьте мне, я это изучил на собственном опыте. Почему те люди, которые предлагают вам сигналы, не готовы прозрачным образом взять эти деньги в управление и нести за них ответственность? В рамках модных трендов появились не просто сигналы, а следование ботам. Что такое бот? Это просто робот. Робот, но который написан людьми и который опять-таки почему-то по какому-то непонятному принципу бесплатно вам предоставлен. Или предоставлен за символическую плату. Как правило, механизм такого предоставления, он простой. Либо это безусловное накручивание подписчиков, популяризация идеи, опять-таки без ответственности за результат. Либо вас приглашают принять участие в торговле на определенной платформе. А эта платформа делится с тем, кто вас привел, комиссией. Либо она прямо работает против вас. Ваши сделки не выводятся на рынок. Ну и самый важный аспект – это, по сути, некие эмоциональные решения, но это следование хайпу. Это апогей эмоциональных решений. Давайте на хайпе зайдем в хомяков. Давайте проинвестируем в биткоин. Существует масса примеров, когда кто-то якобы купил биткоин за $300 и теперь у него десятки миллионов. Важный аспект, что очень многие, кто покупал биткоин по $100, они его продали за 300 и считали, что это прекрасная инвестиция. Про это очень мало кто рассказывает. В итоге, токсичная инвестиция в трейдинг выглядит так. Вы сделали первую сделку, вам повезло, вы начинаете просто повторять эти сделки без анализа ситуации. И вместо того, чтобы реально выстроить систему, теряете деньги. Второй вариант. Вы состоятельный человек, но вы отнесли свои деньги не в лицензированную компанию, а к тем, кто просто красиво рассказывает. Ну и третий вариант. Он, в общем-то, характерен и для недвижимости, и для трейдинга. Это серия эмоциональных решений. В трейдинге это происходит сильно чаще, в недвижимости сильно реже. Но общая логика одна. Эмоциональные решения без анализа. Теперь поговорим о плюсах трейдинга. Первый момент. У состоятельных людей давным-давно смещен фокус. Они не стараются заработать 20, 30, 200, 300% годовых. Они понимают, как заработать в существующем бизнесе. И этот бизнес генерит для них достаточные прибыли. Они хотят сохранить. Они фокусируются на чем-то стабильном, что обеспечит простой, прозрачный и, самое главное, стабильный доход, который будет меньше обозначенных хайповых уровней. Но он точно будет. Плюс трейдинга и плюс инвестиций в финансовые активы, а также в криптоактивы. Если эти активы прозрачны и в них есть ликвидность, то при том, что мы сможем заработать значимо больше, чем ставка инфляции или ставка доходности аренды по недвижимости, мы сможем из этих инвестиций выйти быстро. Это ликвидность. Но, опять-таки, эти решения должны приниматься не эмоционально. Дополнительный плюс в том, что если ты понимаешь и знаешь, куда ты инвестируешь, либо ты отдал бразды правления профессионалам, ты, безусловно, сможешь заработать больше, чем принесет недвижимость. Та же недвижимость обладает специальным дисконт-фактором. Она в среднем не ликвидна. Это не применительно к Дубаю, или применительно к Монако, или применительно к России. Везде покупка и продажа занимает достаточно большое время. Финансовые активы, а также криптоактивы – это то,
что можно купить и продать по кнопке. У меня есть телеграм-канал, в котором я оперативно комментирую значимые события для рынков. Ссылка внизу. Я считаю, что они могут быть полезны для правильного планирования инвестиций. С вами был Кирилл Кучинский. До скорых встреч!